Здравствуйте! Сегодня мы отправимся на далекие Сейшельские острова, чтобы познакомиться с самым необычным орехом, вес которого может достигать 45 килограмм. Этот орех так и называется сейшельским или морским орехом. На Западе его называют коко де мер. Растет он на сейшельской пальме высотой с 12-этажный дом, это около 34 метров. У гигантской пальмы ширина одного листа, как две двуспальные кровати, 4,5 метра, а его длина, как развернутый рулон обоев, 10 метров. Орех невероятно редок, ведь эта пальма растет на 3 Сейшельских островах, на Праслине, несколько пальм есть на острове Курьос и одно дерево в ботаническом саду острова Маэ. И больше нигде в мире. Рассадить эти пальмы в другие места не получается, не хочет пальма больше нигде расти. Сейшельские острова расположены посредине Индийского океана. Архипелаг состоит из 115 островов, и только на 2 из них растет этот редкий орех. Интересна история этого ореха. Несколько веков назад, до того как Сейшельские острова были заселены, плоды этой пальмы выбрасывались на дальних берегах других стран. Одними из них были Мальдивы. Людям было странно, что этот орех не подходил ни к одному из деревьев, которые росли на острове. На пляжах Мальдивских островов и продавались в другие страны. Из-за своей необычной формы и размера орех рассматривался как очень ценный товар с мощными афродизиаками. Иногда моряки сообщали, что видели эти плоды, плывущие рядом с их лодками, но никто точно не знал, где они выросли. Многие моряки видели, как эти орехи всплывали со дна, отсюда сложилась мифология, что они растут на подводных деревьях в лесу на дне Индийского океана. Это дало начало его общепринятому сегодняшнему названию коко де мер или морской кокос. Кроме того, так как впервые эти плоды встречались на Мальдивских островах, их называли мальдивскими кокосами, что отражено в текущем названии Лодойсия малдивика. Король Мальдив объявил, что только он может владеть ими. Если кто-то нашел орех, он должен был сразу доложить об этом королю, иначе нашедшему могли отрезать руки или убить. На самом деле, когда плод сейшельской пальмы падает в море, он не может всплыть из-за своего огромного веса и плотности. Вместо этого он опускается на дно. После продолжительного времени, проведенного на морском дне, шелуха отпадает. Внутренняя часть плода начинает загнивать, а газы, которые образуются внутри ореха, делают его плавучим, в результате чего он поднимается на поверхность моря и начинает дрейфовать по течению. Долгое время Сейшельские острова были необитаемы, пока в 1768 году французский исследователь Ост-Индии капитан Дюфрен не ступил на острова и не узнал истинное происхождение ореха. В 1881 году, когда генерал-майор британской армии Чарльз Джордж Гордон высадился на острове Праслин, он был убежден, что нашел библейский райский сад. Истово верующий британец, увидев форму плода коко де мер, укоренился во мнении, что это тот самый запретный плод, который Ева предложила Адаму. Власти Сейшел ведут скрупулезный и постоянный учет каждого дерева. Этот плод стал символом островного государства еще много лет назад. Его изобразили даже на штампах, которые используют для проштамповки загранпаспортов. Учитывая ограниченность популяции, символ Сейшел стоит довольно дорого. В сувенирном магазине туристического центра Вале де Ме продаются орехи коко де мер, имеющие соответствующую сертификацию, однако они не всегда бывают в наличии, ведь Сейшелы в год посещают более 400 тысяч туристов со всего мира. На островах есть сувенирные магазины, которые также могут продавать орехи. Цена ореха может составлять от 200 до 600 евро и зависит от формы и размера. Орехи можно покупать только с официальным сертификатом. С одной пальмы можно собрать около 70 плодов. Люди, ухаживающие за растениями, приходят на работу в специальных защитных касках, так как падающий плод может нанести серьезные травмы, а в худшем случае убить. Говорят, что они падают чаще всего в ночное время суток. Во многих местах размещены таблички, предупреждающие об опасности падающих орехов. Единственная официальная плантация морского кокоса находится в долине Валей-де-Мэй, насчитывает примерно 4000 деревьев и занимает 20 гектар. За год здесь собирают всего 3000 орехов, в результате каждый из них получает специальную пометку и порядковый номер. Часть плодов отбирают на семена, а остальные отправляют на переработку. Чтобы расколоть орех, требуются невероятные усилия. Работнику пришлось несколько раз бросать орех на камень, чтобы расколоть его. Лишь после этого скорлупа ломается. После этого остается только раскрыть семя. Теперь мы видим семечку, напоминающую ягодицы женщины. Поэтому некоторые считают этот орех некоторым аналогом естественной виагры. Работники извлекают мякоть, но перед этим орех измеряют и взвешивают.
Все делается вручную, а помещение оборудовано решетками и камерами, почти как в тюрьме строгого режима. Чтобы заработать побольше, скорлупа и мякоть продаются отдельно. Для этого каждый орех распиливается посередине. Внутри нет кокосового молока. Мякоть сейшельского ореха отличается от обычного кокосового ореха. При извлечении мякоти нужно быть осторожным, чтобы не повредить скорлупу. Это нужно потому, что скорлупа будет продаваться. Мякоть в основном экспортируется в Азию в качестве афродизиака по цене 85 евро за килограмм. 7-килограммовый орех принесет прибыль в 600 евро. Пустую скорлупу склеивают и продают в качестве сувенира за 200-400 евро. Мякоть готовят к продаже, для чего ее тщательно промывают. В отличие от обычных кокосов, она очень твердая. Она не всасывает воду, поэтому когда высыхает, трескается и становится как камень. Мякоть воздушным транспортом отправляется на экспорт, а полые орехи в сувенирный магазин. Из них делают различные украшения для гостиной дома. На острове Прослин изображение ореха можно встретить повсюду. Имеется множество табличек, рассказывающие об истории ореха, есть фонтан в виде ореха. Символами ореха оснащены даже общественные туалеты. Это мужская кабинка, это кабинка для инвалидов, а это для женщин. Неимоверную популярность сейшельские орехи получили из-за своей необычной формы. Половинки плода сливаются между собой и напоминают с одной стороны женские ягодицы, с другой обнаженный животик и бедра. Иногда на орехе может быть пучок волос, что создает еще большую иллюзию. Эротический вид стал объектом всеобщего восхищения. В отличие от обыкновенной кокосовой пальмы, у Коко де Мер есть мужские и женские деревья. Орех в форме женских ягодиц дает женское дерево, а мужское дерево имеет соцветия, которые очень напоминают мужской половой орган. Мужские соцветия вырастают длиной 1-2 метра. Цветы раскрываются неравномерно, поэтому мужское дерево цветет 8-10 лет. Рядом с созревающим плодом растут мужские плоды, их можно заметить по половым признакам. Если посмотреть на мужскую сережку поближе, то можно заметить маленькие пятна. Именно отсюда и распускаются цветы. Это и есть соцветие. Цветы маленькие и имеют ярко-желтый цвет. Сама сережка фиолетового цвета, поэтому вид получается шокирующий. Женские цветы похожи на маленькие кочаны капусты. Ботаникам так и не удалось выяснить, как именно проходит процесс опыления. Возможно, к опылению имеют отношение эти маленькие зеленые гекконы, постоянно бегающие по стволу пальмы. Они могут переносить пыльцу со цветов. Согласно существующему мифу, мужские деревья глубокой ночью сгибаются и испариваются с женскими плодами. Говорят, если прийти в лес ночью, то можно увидеть это. Однако, увидевший это человек, будет проклят навсегда. Молодые сережки стоят вертикально, а по мере взросления они медленно опускаются. Почти все как у людей. После опыления женские деревья образуют пресловутую форму двухлепестковых плодов. По форме они часто различаются. Иногда плоды вместо двух могут иметь 1, 3 или 4 лепестка. На Сейшельских островах дуют очень сильные ветры, кажется, что для столь тяжелого дерева со множеством орехов они могут представлять опасность. Конечно, ветер может сбить незрелые орехи, но у дерева есть защита. Ствол пальмы прикреплен к земле чашеобразной структурой. Сотни крошечных корней соединяются с этой чашей. Это позволяет ей действовать как шарнирное соединение. Благодаря такому креплению дерево может сгибаться под действием ветра и не получать повреждений. Возможно, если верить слухам, такое соединение позволяет мужскому и женскому дереву добиться успеха. Родительское дерево играет огромную роль в выращивании ростков. В природе семена растений распространяются водой, ветром или животными. Но плоды сейшельского ореха настолько тяжелые, что ни одно животное не может их переносить. Они тонут в морской воде и не могут мигрировать к другим островам. Поэтому новые пальмы прорастают недалеко от родительской. Листья родительского дерева направляют к корням воду и питательные вещества. Кроме того, они спасают от палящего солнца и устраняют конкуренцию со стороны других растений. Так, падая раз от раза один возле другого, они совершают цикл и постепенно расширяют территорию обитания. Ствол, который вырастает из ореха, действует как своеобразная пуповина. Он обеспечивает новое дерево питательными веществами в течение первых 2 лет его жизни.
Так растет молодое дерево, а внизу можно увидеть орех. Если вы захотите вырасти сейшельский орех у себя на заднем дворе, то надо сказать, дело это невероятно сложное. Посаженное семечко пальмы весом около 20 кг даст росток только через год. Плодоносить пальма начнет через 25 лет. Плод будет созревать 7-10 лет и может весить от 10 до 25 кг. Для получения плодов нужно 2 дерева, мужское и женское, иначе плодов не будет. А чтобы определить пол дерева, потребуется от 11 до 45 лет. Таким образом, чтобы увеличить шансы получения обоих полов, нужно несколько деревьев. За 200 лет пальма вырастет на 10 метров. Сейшельские орехи находятся под строгой охраной. Полностью орех созревает через 7 лет, и мякоть у него твердая. Недозрелые плоды имеют желеобразную мякоть, и она идеально подходит для употребления в пищу. Обычно это орех возрастом 9 месяцев. В это время у него лучший вкус и структура. Орех возрастом 5 месяцев вкуса не имеет. Из листьев пальмы в прошлом веке делали кровлю для хижин, а скорлупу использовали как посуду. Но теперь ни листья, ни скорлупу местным жителям использовать запрещено. Попробовать на вкус мякоть ореха туристам удается очень редко. Так, в 2014 году на Сейшелах проводилась кулинарная и художественная фиеста, посвященная коко-де-мер. Это была редкая возможность туристам попробовать ядро ореха. Орех, однако, был доступен только в смеси с другими продуктами, а не сам по себе. Отведавшие фрукт были счастливы, но отметили, что его вкус был омрачен ингредиентами. Это мероприятие было встречено массой критики и была инициирована петиция о прекращении фестивалей в дальнейшем. Что можно попробовать, так это ликер коко-де-мер, который делают из сердцевины ореха. Бутылка имеет форму ореха. Сам ликер похож на кокосовое молоко, а вкус напоминает ирландский сливочный ликер Бейлис. Прогуливаясь по острову Прослин, легко забыть, насколько редким является это мифическое дерево. Даже за пределами заповедника можно увидеть, как они растут прямо под открытым небом. Однако орех занесен в Красную книгу как исчезающий вид, поскольку осталось всего 8000 взрослых деревьев, и это число сокращается. Количество деревьев за последние 30 лет уменьшилось на 30%. Большинство деревьев в парке Валле-де-Мэй еще очень молоды и не достигли стадии плодоношения. А поскольку деревья существуют только на 2 островах, они чрезвычайно уязвимы. Эти деревья выжили миллионы лет назад благодаря своей изоляции. Но при контакте с людьми возникает множество угроз. В 1990 году лесной пожар уничтожил огромную популяцию этих деревьев на пальмовой плантации фонда Фердинанда на юге Прослина. Большое количество туристов отрицательно влияет на деревья. Постоянный поток людей вызывает болезни растений, появляются новые насекомые-вредители. По глупости туристы повреждают деревья, нанося непоправимый ущерб. Поскольку сейшельский орех является символом страны, браконьеры воруют плоды, чтобы продать их иностранцам. Но еще большую опасность представляют не любопытные путешественники, а различного рода импотенты, которые надеются, что ядро ореха поможет им стимулировать сексуальное желание. Поскольку деревья очень высокие и к орехам трудно добраться, браконьеры вырубали целые деревья, чтобы получить доступ к плодам. Сегодня у правительства есть список всех существующих деревьев. Даже если пальма растет в частной собственности где угодно на островах, она все равно подлежит учету. Таким образом, вы не сможете купить орех у частного лица. Купить можно только скорлупу ореха в сувенирном магазине. На ней наклеивается специальная марка, позволяющая вывезти орех с острова. Если вывезти орех без разрешения, то в аэропорту можно получить огромный штраф, а то и вовсе подвергнуться аресту. Если раньше штраф составлял $387, то по новым правилам штраф может составлять от 30 до 38 670 $. Продажа орехов приносит стране доход в сотни тысяч долларов ежегодно. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!